Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. И это наша педикюрная рубрика. Ставьте пальчик вверх, чтобы ролики по педикюру выходили еще чаще. Сегодня поговорим с вами про ошибки во время выполнения педикюра различных его этапов. Ведь от этого зависит качество педикюра и то, насколько клиент будет ходить с этим педикюром до следующего раза. Первая ошибка происходит во время снятия гель-лака. Дело в том, что техника снятия в педикюре немного отличается от привычной маникюрной. Тут мы не можем повернуть палец клиента, так как нам удобно в маникюре. Поэтому техника немного другая. Мы можем с вами работать движениями сверху вниз, либо, например, справа налево. Но, как правило, по боковым сторонам трудно дорабатывать. Поэтому мы можем переключить направление вращения, реверс, и пройти в противоположную сторону. Самое главное — соблюдать опору мизинцем для того, чтобы не было пропилов ногтевой пластины. Очень часто мастера считают, что это же ведь ногти на ногах и ничего страшного, если там что-то чуть-чуть перепилится, но на самом деле это чревато такими последствиями, как раскрытие арки, вросшими ногтями, любыми негативными последствиями. Поэтому тут важно идти постепенно, слой за слоем, не сразу глубоко доходить до базы, а потихонечку. Сначала убираем цвет, а затем уже и базовое покрытие. Сейчас мы переключили направление вращения и идем в противоположную сторону и снимаем покрытие во избежание истончения стенок. Кстати говоря, это также может приводить к сломам ногтя по точкам вроста. Вторая ошибка при срезе длины. Для этого выбираем специальные кусачки с плоским лезвием, чтобы отрезать свободный край ровно по прямой. Ведь это очень важно в педикюре, что мы не скругляем форму ногтя, не делаем никакой не овал, не слишком чересчур мягкий квадрат, а именно стараемся работать по прямую, чтобы форма повторяла дистальный валик. Конечно, мы можем слегка скруглить уголки, даже я бы сказала не скруглить, а затупить, чтобы они просто такие были не цепляющиеся, но не скругляем в полной мере. Ориентируемся на центральную часть ногтя, оставляем около полумиллиметра по центру. Следующая ошибка – это ранение валика. Кстати, вот такой лайфхак с пилочкой поможет вам это исправить. Бафиком проходимся по острым краям и самое главное, пилку не заваливаем на себя. Ведь очень часто мы держим пальчик, как клиенту удобно, пилим в таком положении и пилочка может поранить валик. Наклоните немного пальчик на себя для того, чтобы пилка стояла ровно под 90 градусов, не заходила под ноготь. В таком положении вы не пораните валик клиенту. Следующая ошибка – это несимметричный опил. Конечно, можно доработать на окончательном этапе после покрытия, но ориентируйтесь по второй фаланге. Бывает такое, что пальчик растет в одну сторону. Наша задача во время опила взять его ровно по отношению к себе и как раз таки ориентироваться по второй фаланге, опилить перпендикулярно. Следующая ошибка – это глубокое раскрытие кутикулы. Мы заходим апельсиновой палочкой на такое расстояние, на которое она может зайти. То есть не стоит как-то очень чересчур глубоко раскрывать карман, ведь это не маникюр. И тут такого подкутикульного кармана не требуется, а наоборот может привести к присоединению инфекции. Работаем не острой стороной палочки, а располагаем ее немного боком и выполняем приподнимающее движение. Убедитесь, что палочка нигде не стопорится, это говорит о том, что вы раскрыли хорошо подкутикульный карман. Если все-таки где-то она тормозит, значит в этом месте недостаточно еще раскрыта кутикула. Ну а если она чересчур стелющаяся, то для раскрытия вам может помочь безопасная фреза, которая справится на раз-два с этим этапом. Хотите знать больше о педикюре, заболеваниях, ногтей и кожи? Приглашаю присоединиться в базу знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Для более подробной информации переходите в описание. Следующая ошибка – это неправильное положение фрезы. Важно, чтобы она не шла по боковым сторонам ногтя, иначе они от этого будут истончаться и, как следствие, трещины. Поэтому во время обработки отворачиваем насадку от ногтя и идем строго по коже. Желательно работать носиком по коже, чтобы не перепиливать ногтевую пластину.
Следующая ошибка – это работа без кюретки. Кюретка – это специальный инструмент, который позволит убрать скопившуюся кожу, увидеть наличие оставленного уголка или вросшего ногтя. Как раз сейчас мы видим ошибку при выполнении предыдущего педикюра, остался уголок, необходимо уже с этим работать. И особенно важно все проверять кюреткой, когда мы работаем с глубоко посаженной ногтевой пластиной, либо с объемными валиками. Часто кюреткой не пользуются в домашних условиях и очень часто неправильно из-за этого опиливают свободный край или что-то оставляют под ноготком, и тогда происходят опять же печальные последствия, как вырастание ногтя и затем неприятные болевые ощущения. Ошибка – неверный угол постановки насадки. Мы не работаем с вами носиком, так как он не имеет практически абразива и вращается не так, как нам нужно. Не просто всей плоскостью, а под небольшим углом, где-то в 30 градусов. Также во время обработки важно делать упор пальцем. Мы можем делать его мизинцем, безымянным пальцем. Для чего это требуется? Так же, как и в маникюре. Если мы не делаем упор, то получаются пропилы ногтевой пластины. В педикюре такая же ситуация, только вместо пропилов у нас получается истончение кожи локально в некоторых участках и затем ее огрубевание. Поэтому упор нам нужен для того, чтобы распределить вес, который мы оказываем на рукоятку, чтобы кожа обрабатывалась максимально эффективно и без ошибок. Следующая ошибка – это неверная обработка стопы. Мы работаем по рисунку кожи, то есть поперечно, или круговыми движениями. То есть мы не делаем только движение сверху вниз, потому что кожа у нас по-другому располагается. Кожа может потом быстро восстанавливаться и образовываются такие шероховатости на поверхности. Работаем на ощупь. Кстати, тут тоже ошибка, когда многие ориентируются только на цвет стопы и стараются убрать максимально все, что желтое. Но иногда этого даже не требуется. Потрогайте кожу, она должна стать эластичной, без огрубеваний. А чем больше мы будем срезать кожу, ее истончать, перетирать, тем к еще большему нарастанию кожи это приведет. И еще одна ошибка – это отсутствие шлифовки. Она может производиться по воде или по размягчителю, только важно, чтобы не щелочному, для того, чтобы запаять чешуйки кожи и чтобы эффект от педикюра был пролонгированным. Нашли среди этих ошибок свои? Тогда пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео по педикюру, а я желаю всем успехов в работе. Счастливо, пока-пока!